Многие наши подписчики пытаются обновить свой новый VX, устаревшей программой Alarm Studio, и, естественно, у них ничего не получается. Проще было настроить всю систему через кнопку Wallet. Какое-то время мы использовали два приложения одновременно, полностью заменила Studio. Это Pandora Специалист. Всем привет! С вами Electronic 40. На календаре у нас стартовал 2024 год. Мы продолжаем знакомить вас с особенностями сигнализации Pandora. Сегодня мы поговорим о программах для настройки данных сигнализаций. Кратко пройдемся по всем приложениям и их главным особенностям. Для этого мы посетим с вами официальный сайт компании Pandora. В сегодняшний момент нам известно несколько программ для настройки Pandora. Начнем наш обзор с далекого 2006 года, когда на свет начали появляться первые двусторонние системы Pandora серии Deluxe. Инженеры компании анонсировали приложение для настройки данных систем. Одним из таких приложений является Load Deluxe для настройки сигнализации через компьютер, чем могли похвастаться далеко не все системы того времени. Оно использовалось для настройки самых первых систем серии Deluxe 1000, 1500, 2000. К ней требовался специальный адаптер RMP01. Его надо было докупать отдельно. Подключение и настройка происходило через разъем антенны. Позже, в 2008 году, появилась комплектация RMP01 RF, с помощью которой можно было настраивать новые системы по воздуху. Программу обновили и переименовали в Deluxe Loader. Но так как системы были аналоговые, большинство входов и выходов имели заводскую логику, которой было достаточно. Проще было настроить всю систему через кнопку Wallet, чем бегать к компьютеру. Конечно же, тем, кто умел это делать. В марте 2009 года в связи с переходом производства на платформу DXL появилась необходимость в изменении прошивок базовых блоков, поэтому вскоре появилось приложение Pandora DXL Firmware Loader, которое уже в мае было изменено и также переименовано в DXL Loader версии 1. Сначала оно поддерживалось 32-битными системами, позже, в конце 2010 года, выпустили 64-битную версию для Windows. Через нее настраивали системы DXL 3000, 3100, 3300 и подобные, у которых не было USB разъема. Позже данное приложение впервые позволило использовать для настройки сигнализации Pandora прямое подключение по USB, которым начали оснащать все системы DXL, что повысило комфорт в обновлении и настройке систем. Начиная со второй версии приложения DXL Loader, из него убрали поддержку систем без USB. Но появилась поддержка первых GSM-систем DXL 3700 и возможность настройки всего меню программирования, который на тот момент содержал 7 разделов, в том числе запись телефонных номеров владельца, формат которого, к вашему сведению, должен начинаться с +7 для регионов Российской Федерации, а не восьмерки, как все привыкли его записывать. И даже сегодня мы встречаем такие ошибки от новичков. Приложение DXL Loader доступно на сайте в разделе «Прочее». Чуть ниже вы можете ознакомиться со списком поддерживаемых операционных систем и списком сигнализаций, которые можно им настроить. Кстати, я им недавно пользовался, настраивал самую популярную сигнализацию того времени DXL 3500i. Примерно в конце 2013 года, в связи с расширением списка CAN протоколов, прошивок и возможностей систем, а также необходимой модернизацией программ, на свет появилось всем известное приложение Pandora Alarm Studio, которое впервые позволило использовать режим диагностики сигнализации для проверки корректности чтения сигналов и статусов из автомобиля, в том числе для прогрессивно внедряемого CAN-BUS протокола в системах того времени. В данном приложении также была возвращена возможность обновления прошивки базового блока по воздуху, но уже через радиоканал 2,4 ГГц. Позже была добавлена возможность автоматического скачивания прошивок с сервера через интернет, а также дополнительной информации, такой как карты установки и точки подключения систем. С 2015 года дальнейшее развитие заключалось в расширении функционала приложения для поддержки популярных на тот момент бесключевых обходчиков. Введена обязательная регистрация для возможности настройки системы DXL серии Pro. Только специалист, прошедший обучение, имел право настраивать эти системы. Позже данная особенность была упразднена, и обязательная регистрация и идентификация касалась только тех, кто пользуется сервисом Pandora Clone для реализации автозапуска. Примерно в марте 2017 года появились первые Bluetooth-системы DX90BT. Для них была выпущена программа на платформе Android и позже для iOS. Они-то и дали старт приложению Pandora BT, о котором мы так часто рассказывали в наших ранних видео. Изначально оно работало подобием брелка с обратной связью. Позже его функционал был расширен, появилась возможность обновлять прошивку Bluetooth чипа и производить некоторые настройки. Хотя очень долгое время лидером по количеству настроек была Android-версия приложения. В тот момент возможность управления сигнализацией через Bluetooth потихоньку начала перетекать из младших серий DX старший X и DXL. И вскоре вся линейка систем Pandora была обновлена и к названию добавлена литера BT.
Какое-то время мы использовали два приложения одновременно: Studio на компьютере и BT на смартфоне, так как они друг друга дополняли. В конце 2018 года, со следующим обновлением, возможности Pandora BT стали достаточно обширными, и оно немного оттеснило Studio на второй план. Уже в конце 2019 года мобильность приложения Pandora BT дало старт появлению приложения для установщиков, которое на сегодняшний день полностью заменило Studio. Это Pandora Specialist. Хочу заметить, что Pandora Alarm Studio работала и постоянно обновлялась вплоть до 2022 года. Она поддерживала все системы, что производились до VX серии, закончив свою поддержку на системах DXL 49 серии, 47 серии и серии DX, и тех, что выпускались до 2022 года, соответственно. Но тем не менее, студия пока находится в доступе для скачивания на официальном сайте, где мы сейчас и находимся, и прекрасно работает со всеми старыми системами. Начиная с 2022 года появилась новая линейка сигнализации серии VX, которую можно обновить и настроить только с помощью Pandora Spec. Думаю, многие из вас заметили, что мы начали выкладывать ролики про обновление и настройки, используя Pandora Specialist. Это достаточно мощное приложение с поддержкой Mac, Windows, Android и iOS. Также оно позволяет работать с довольно старыми системами со встроенным Bluetooth чипом, при условии, что прошивка данной системы позволяет корректно с ней работать, иначе спец ее не видит или видит криво. Поэтому настоятельно рекомендую ознакомиться с вашей системой, понять год ее выпуска и потом подобрать необходимое приложение для настройки. Эту инфу можно узнать на сайте в разделе «Поддержка» во вкладке «Определение модели системы по серийному номеру». Рассказываю об этом лишь потому, что многие наши подписчики пытаются обновить свой новый VX, устаревшей программой Alarm Studio, и, естественно, у них ничего не получается. Подводя итог, можно смело заявить, что использование Alarm Studio уже становится неактуальным, пора переходить на Pandora Spec, в которой реализовано несколько вариантов соединения, продвинутый через Bluetooth и базовый через разъем OTG, а ее мультиплатформенность позволяет работать на удобном для вас устройстве. Также старайтесь использовать актуальную версию программы, о наличии которой приложение Pandora Spec вас оповестит. Могу еще заметить то, что приложение Pandora Spec требует обязательной регистрации для идентификации пользователя. Поэтому качайте современное приложение, регистрируйтесь, разбирайтесь с его функциональными возможностями. Всем спасибо, пока.